Какой силой надо давить на малый поршень гидравлического пресса площадью 5 см квадратных при испытании прессом парового котла на давление 25 на 10 в пятой паскаль? Известно, что малая площадь пресса равна S равно 5 см квадратных. И нужно создать давление P равно 25 на 10 в пятой паскаль. Нужно определить, с какой силой нужно давить на малый поршень пресса. Здесь картина будет следующая. Обычно при испытании парового котла делают какие-то подключения таким образом, что реально вот этот паровой котел, он должен выдерживать какое-то давление большое, поэтому специально делают соответствующим образом, подстыковывают сюда какие-то данные, и пресс и так далее. Получается вот такая стыковка. Малый поршень и давит на то, чтобы создать давление внутри котла 25 на 10 пятой паскаль. Мы знаем о том, что жидкость, которая находится соответствующим образом в прессе, и здесь то же самое, передает давление во все стороны одинаково. Какое давление будет здесь, такое давление будет здесь. Если давление при испытании 25 на 10 пятой паскаль, тогда какая-то сила, которая давит на этот поршень, на поршень S, сила F малая, и создаст вот это давление 25 на 10 пятой паскаль. Можем сказать о том, что вот это наше давление, которое нам задано, силу, которую мы будем искать, давит на площадь S, мы должны получить 25 на 10 пятой паскаль. Тогда отсюда сила, которая действует на этот поршень, будет равна чему? Давление умножить, естественно, на площадь. Теперь уже осталось только подставить те значения, которые есть. Но у нас тут, видите, нет. Сила-то мы знаем о том, что она измеряется в ньютонах. Ну, тут нужно будет ее выделить. Так запишем, чему равна будет эта сила. F равно 25 на 10 в пятой паскаль. И умножить на 5 сантиметров квадратных. Мы знаем о том, что 1 паскаль – это 1 ньютон, деленное на метр квадратный. Вместо паскаля это мы можем подставить. А вот вместо сантиметров квадратных там тоже нужно, чтобы были метры. 1 сантиметр – это сотая часть метра. Это метр делить на 100. Вместо сантиметра мы подставляем сюда метр делить на 100, но не забываем то, что нужно его возвести в квадрат. Так переписываем это все. Запишем 25 на 10 в пятой. Вместо паскаля подставляем ньютон на метр квадратный. Умножить на 5. Вместо сантиметра подставляем вот это все значение. Метр делить на 100, но все в квадрате. Ну, теперь поработаем с этими всеми значениями, как вроде бы с этими всеми множителями. Давайте определим, что у нас будет числитель. Числитель останется 25 на 10 в пятой ньютоны. Метры пойдут в знаменатель. Вот они ушли. Умножить на 5. Здесь будет метры квадратные, а в знаменатель будет что? 100 в квадрате. Еще раз перепишем. 25 на 10 в пятой ньютоны умножить на 5 умножить на метры квадратные. Здесь в знаменателе метры квадратные, и 10 будет четвертой степени. Ну, теперь уже что получается? Метры квадратные мы можем сократить. Останутся ньютоны. Вот 10 четвертой, смотрите, мы можем сократить. Вот здесь останется 1 десятка. Пятерку мы убираем, у нас будет единичка. Так мы получили вот такое значение. 25 умножить на 10 ньютонов и умножить на 5. Мы получили 1250 ньютонов. Для того, чтобы создать давление внутри котла при испытании, вот такой 25 на 10 пятой паскаль при площади малого поршня 5 сантиметров, нужно приложить силу 1250 ньютонов. Так F равно 1250 ньютонов.